Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим о проблемах, с которыми столкнулась Throne and Liberty на глобальном релизе, скорое тестирование очередного убийцы World of Warcraft, первого небинарного эльфа в The Elder Scrolls Online и многом другом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-мейкеров. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролик из Гоха Медиа дублируется в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Goha.ru, и мы начинаем. Североамериканская гильдия Liquid с сервера US Illidan смогла первой в мире победить финального босса рейда Нерубарского дворца королеву Ансурек. На достижение показателя 8 побежденных боссов из 8 у Liquid ушло 404 попытки, средний уровень экипировки рейдеров составлял 625,6. В качестве танков для последнего энкаунтера использовались друид специализации Страж и монах специализации Хмелевар. Поддержанием здоровья рейда занималась пара пробудителей и хранителей, а также паладин и жрец света. Разработчики World of Warcraft подтвердили победу и поздравили команду Liquid с первым местом в гонке прогресса. Компания Paralabis опубликовала трейлер пробуждения Тосы, последнего на данный момент класса игры Black Desert, а также рассказала о своих планах на будущее. В свежем видеоролике наглядно продемонстрированы навыки и способности пробужденной стойки Тосы, которые позволяют ему уничтожать противников и быстро перемещаться по полю боя. Также в трейлере можно увидеть новый костюм, который получит персонаж. Помимо этого, разработчики поделились планами на ближайшее будущее. В скором времени любители массового PvP ждут изменения в битвах за узлы. Среди искателей приключений оказалось много тех, кто скучает по старому формату битв за узлы. Теперь гильдия, победившая в захвате территории без ограничений, сможет самостоятельно выбирать формат проведения битвы за узлы в регионе. Также Paralabis решили упростить усиление аксессуаров Дебойрики. В связи с этим они готовят новые аксессуары Харзат, как и оружие Вана, они фиолетового ранга. Их главная особенность заключается в том, что они усиливаются как снаряжение, а не как аксессуары. Благодаря камням Крон при неудачном усилении уровень не будет снижаться, а если усиливать их без камней Крон, падает только уровень усиления. Сам предмет не разрушается. В EVE Online стартовало масштабное игровое событие «Кровавая жатва», которое продлится с 3 октября по 5 ноября 2024 года. Это ежегодное событие посвящено противостоянию между группировками Амарского императорского дома и кровожадной организации Сангвист. Игрокам предстоит выбрать сторону и участвовать в ряде PvE и PvP активностей. Участие в этих миссиях дает возможность заработать эксклюзивные награды, включая редкие скины для кораблей и уникальные внутриигровые предметы. Особое внимание уделено новым противникам, которые представляют серьезную угрозу для пилотов. Одной же из ключевых особенностей Кровавой жатвы 2024 стала возможность фарма специальных ресурсов, которые необходимы для создания мощных предметов и модификаций. Награды включают не только уникальные скины для кораблей, но и специальные ускорители навыков, которые помогут ускорить прогресс персонажа. Кроме того, игроки смогут получить редкие ресурсы и материалы для крафта новых кораблей и улучшений. Разработчики обещают, что это событие станет одним из самых запоминающихся за последние годы, благодаря обновленному контенту и новым игровым механикам. Следующее большое обновление Albion Online Горизонт должно принести улучшение в мир игры и более сложный PvE-контент. В новом блоге разработчиков подробно рассказывается о том, что это значит для открытого мира. Горизонты намереваются создать более живой, доступный и полезный опыт запределья, причем намеренно пытаясь найти способы привлечь небольшие группы и соло-игроков, а также сохранить привлекательность для гильдий. Среди особенностей новый портал, позволяющий за определенную плату в серебре мгновенно телепортироваться в случайный кластер запределья. Также в игре появится динамические лагеря монстров-ветеранов и одиночных монстров, что откроет новые возможности PvE-контента. Ожидается переработка групповых подземелий, в которой будет изменен баланс вознаграждений в зависимости от размера группы, а также бонусы за прохождение подземелий в группе. В октябре Lost Ark получит масштабное обновление 3.0 «Воскрешение Казероса», в котором игроков ждут новые испытания и возможности. Главной угрозой станет воскресший Казерос, доступный в рейдах для игроков с уровнем снаряжения 1660 и выше. Помимо этого появятся такие активности, как штаб Крузана, новый PvE-контент, система Арк позволит улучшать экипировку, а гравировки и ремесло пройдут переработку, включая добавление самоцветов 4-го ранга. Также обновление внесет изменения в классы персонажей и подарит новые события для более глубокого погружения в игру.
Amazon Games продолжает штамповать трейлеры к релизу обновленной версии игры New World Eternum. Один из последних вызвал оживленные обсуждения среди игроков благодаря ряду нововведений, которые, судя по всему, этих самых игроков ждут. Одной из главных интриг стал возможный ввод нового оружия — пистолетов, которые мелькают в ролике. Помимо намеков на новые виды оружия, New World Eternum представит обновленную графику и переработанный мир. Разработчики обещают новые рейды, которые поднимут взаимодействие с окружающей средой и командную работу на новый уровень. Рейды, согласно описаниям, будут включать более сложных врагов и требовать от игроков высокой степени координации. Также помимо боевых механик и графических улучшений, обновление предложит изменения в системе прогресса и кастомизации персонажей. Теперь игроки смогут кастомизировать своих героев с еще большей глубиной и свободой. Новые квесты и сюжетные линии обещают раскрыть тайны мира Этернум, привнося в игровой процесс больше захватывающих моментов и драматических поворотов. Мы до сих пор не знаем, когда именно в октябре в MMORPG Terrasland будет исполнена элегия дракона Блайта, но можем предположить, что ждать остается не менее 2 недель. Вместо этого в игре пройдет мероприятие, посвященное подготовке к наступлению первого сезона. Так называемый EVE Карнавал в новом сезоне позволит игрокам повысить свою репутацию и разблокировать сезонные достижения и косметику. Кроме того, игроки получат еще одну серию историй про боссов подземелий, расположенных в крепости Ледяной Гробницы. Tencent обещает предоставить дополнительные подробности о новом сезоне в ближайшие недели. Кроме того, была запущена тизер-страница грядущего большого обновления, которую вы можете посмотреть по ссылке в описании. Там же можно оставить предрегистрацию ради набора роста в качестве награды. Третий закрытый бета-тест MMORPG «Песочный детектив Queenfall» от студии Varrock Technology подошел к концу, и разработчики решили поделиться небольшой статистикой. Всего игроки отправили почти 2500 обращений с фидбэком, и теперь его предстоит детально изучить. За время ЗБТ-3 было зарегистрировано 6200 человек, но лишь 5950 человек создали аккаунты. В игре было создано 23 тысячи объектов, 4300 станков крафта, более 200 алтарей, основано 40 гильдий, арендовано 2300 домов и 1700 полей. Когда выйдет обновление 44 для The Elder Scrolls Online, в коллекциях игроков появятся 2 новых компаньона. ZeniMax опубликовала новый исторический блог, знакомящий нас с одним из них — Альтмером Танларин. Как и предыдущие записи, касающиеся компаньонов, новая заметка в блоге выполнена в формате письма, на этот раз от Разумдара. Он говорит о том, что слышал о странном эльфе, который отрекся от своего народа и чьи передвижения по миру ТСО совпадают с вопросами, которые очень волнуют Доминион. Загадочным образом информация о семье Танларина, причине изгнания и многое другое отсутствует в официальных записях. В своем письме Разумдар пишет, что видел Танларин среди людей, и что внешний облик и поведение того явно не соответствуют выходцу из известной семьи. Также в письме упоминается о том, что один из местных чиновников, подозреваемый в растрате, был найден мертвым в своем кабинете с опустошенным личным сейфом. Обновление 44 для базовой игры The Elder Scrolls Online выйдет на ПК и Mac 28 октября, а на консолях 13 ноября. Оба компаньона будут доступны для подписчиков ESA+, а также для покупки в Crown Store. Разработчики очередного убийцы World of Warcraft MMORPG Scars of Honor из студии Beast Burst Entertainment подтвердили сроки проведения следующего этапа тестирования. Следующее тестирование MMORPG пройдет с 26 октября по 1 ноября, а поиграть в нее можно будет на Brazil Game Show, где игра предложит демо-станции, обещающие турниры 5 на 5 и невиданный ранее контент. Более подробная информация об октябрьском плейтесте будет представлена во время следующей ежемесячной презентации студии. Запуск MMORPG — это всегда весело, не так ли? Запуск Tron and Liberty в европейском и американском регионах не исключение. Команда Amazon Games работает над некоторыми из наиболее распространенных проблем и выпускает исправления, но некоторые проблемы остаются нерешенными. Например, проблема из разряда «настройки сбрасываются каждый раз, когда я вхожу в систему». Оказалось, что эта конкретная проблема связана с целым рядом других проблем, таких как ненайденные персонажи, выбор царства и даже доступ к магазину. По всей видимости, все эти детали находятся на одном и том же участке серверов, и их просто не хватало. Разработчики добавили больше серверов, чтобы справиться с нагрузкой, но это пока не решило проблему для всех. Команда хочет, чтобы вы знали, они все еще работают над этим, и нет, вы не потеряли своего персонажа. Другими распространенными проблемами являются обычные очереди на вход в игру и неприятие серверами новых персонажей. Команда увеличивает население серверов, но делает это постепенно. Кроме того, если вы находитесь в Европе и видели, что ваше объявление в аукционном доме практически исчезли, эта проблема, похоже, была решена. А вот проблема с исчезновением списка друзей в нескольких регионах пока не решена.
И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписан. С вами был Мадлер, это портал GoHaru. Еще услышимся. What will you do?